Я не могу понять, исправил ли я баг или нет. Словно один эпизод из моей геройской академии. Надо еще блуперсы какие-нибудь сделать. Всем привет, сообщество Ультракол. С вами Ленарикл, один из разработчиков мода. И сегодня я решил поговорить с вами. В этом видео мы поговорим обо мне и моем положении в команде, о текущих известных багах, какой из них самый проблемный и план работ, про сообщество, ответы на вопросы, а еще о 3 сюрпризах, которые могут вам понравиться. И начнем мы с первого пункта. Меня зовут Ленарикл, извините за повторение. Мне 28 лет, и сообщество Ультракол я где-то, наверное, 3 года. Хотя тогда я особо и ничем не занимался. Просто сидел, ждал обновления мода, русского перевода. Однажды я захотел попасть в команду переводчиков, но, как оказалось, набор уже закрыт. Сказать, что я был настроен, ничего не сказать. И вот однажды, побегая по музею разработчиков, я заметил один недочет. Шрифты на табличках. Тогда я вообще ничего не знал о программировании на C#, Unity и других вещей, связанных с разработкой мода. Вооружившись ChatGPT, Visual Studio 2022 года и свободным временем, которого у меня, скорее всего, не было, я принялся исправлять это. Не буду говорить о том, что именно я делал, но исправления приняли в общий репозиторий мода на GitHub. К счастью, моего не было предела. Позже, после долгого перерыва, я решаю снова поиграть в Ультракил. Тем более туда завезли обновление Ультра Ревамп. Снова качаю игру, качаю мод, не обратив внимания на версию. Я обнаруживаю, что мод не работает. Позже я нахожу ветку 1.3.1, которая находилась еще в разработке. Компилирую ее и понимаю, мод еще не готов. И тогда я решаю сделать пару правок. Делаю pull request в ветку мода и неожиданно попадаю в команду разработчиков. А потом еще и получаю права админа на сервере Дискорда. Знаете, как это выглядит? Это словно один эпизод из моей геройской академии, где всемогущий говорит: «Теперь твой черед». С этого времени я исправлял баги, искал места, где мод еще не работает, не применяет перевод и так далее. А еще я добавил новые функции, такие как озвучка в интермиссии и замену текстур. Но настало поговорить про текущие баги. Любая работа с модом будет рождать баги. И самая пока что неприятная вещь на текущий момент — это RTL. Или Right to Left. RTL — это направление текста справа налево. Используется во многих письменностях Ближнего Востока и Южной Азии. И я вообще не владею этими языками. Это очень усложняет работу. Ведь я не могу понять, исправил ли я баг или нет. Тут, я думаю, справится только тот разработчик,
для кого арабский язык является нативным. Так что, по сути, это моя просьба о помощи к сообществу. Кстати, о сообществе. Специально для этого ролика я сделал форум по сбору всех ваших вопросов. И вот ответы на некоторые. Первый вопрос. ETSP или же ETSAVA? А также Enderman или же Enderman 38. Мы разработали новый перевод для упрощения китайского языка. Эта новая версия отличается большей точностью и более естественно вписывается в местный контекст. Возможно ли придать этой версии официальный статус? У нас нет понятия официального как такового. Дело в том, что сейчас сервер, отвечающий за хранение переводов, находится в репозитории Clearwater, и доступа к нему я не имею. В будущем я хочу, но не гарантирую, сделать специальный сайт для разработчиков переводов, где будет удобный интерфейс для редактирования JSON, контроль версии и управление командой. Сейчас же вам ничего не помешает публиковать его в канале General, публиковать как сборку в Store и как руководство в Steam. Второй вопрос. Brick Eater или же Uranium Eater 99? Что? Можете ли вы изменять звуки, отличные от голосовых реплик? Если да, то как? Ответ. Зачем? Третий вопрос. VFD решетка SOK7FF или же Security, а также Miko 01 или же AMAG 508. Я думаю, что на данный момент мод нуждается в обновлении шрифта. Я говорю не о китайском, японском и подобных им языках, где требуется слишком много работы, а, например, о добавлении кириллицы и латиницы. Ленар, если будешь обновлять мод, попроси новый архив. Старым я натворил несколько безумных вещей. Ответ. Кириллический шрифт уже есть в моде, если я не ошибаюсь. В основном проблема сейчас с иероглифами, греческими символами и прочими, а также глобальным применением шрифта на почти все тексты, даже если у них другой шрифт. Дело в том, что я не особо люблю разбираться со шрифтами. Уж извините меня. Может, в скором времени обновлю шрифты в самом моде. Но я хочу сделать для себя и вам работу легче. И реализовать легкую систему загрузки своих шрифтов. Но есть проблемы. Дело в том, что загрузить шрифт в игру из обычного OTF или TTF файла можно только для TextMesh Pro объектов. Для обычного Unity Engine UI текст заменить шрифт можно только для ассетов. Есть три варианта. Или же я как-то реализую создание шрифта для Unity Engine UI текст, или же сделаю просто их прозрачными и буду отрисовывать TextMesh Pro поверх. Ну или же каким-то образом вы достучитесь до Хакиты и выпросите, чтобы обновление Ultracool, где все Unity Engine UI текст заменяет TextMesh Pro. И нет, просто удалить в моде не выйдет. На нем лежат скрипты. По крайней мере в интермиссиях. Четвертый вопрос. Ильнаба, веселый смайлик, или же Ильнаба 01. Будет ли когда-нибудь внедрена возможность дублировать книги? Например, нажмите кнопку, и во время чтения книги начнется воспроизведение звука. Также появится графический интерфейс в книге, который показывает продолжительность звука, кнопку для нажатия и возможность ее изменения и так далее. Что ж, очевидно, вам решать, что делать дальше. Ответ. У меня уже один раз спрашивали об этом, и все это началось как шутка. Не, ну серьезно. Зачем озвучивать книги? Но сейчас я думаю, что может реально стоит реализовать такую функцию. Я не гарантирую, что реализую, но все может быть.
5-й вопрос. Бубисмен. Будет ли возможность заменять игровой саундтрек в будущем? Ответ. Зачем? Для этого есть USTM менеджер. Вопрос номер 6. TH или же TH9626? Можно ли как-то помочь с разработкой Ultracool, даже если у нас нет навыков программирования и так далее? Заполнитель. Я французский бодит с каусанами, омлет с картошкой и шпион TF2. Вам не обязательно иметь навыки кодинга для работы над модом. Вы всегда можете использовать нейросети, как это делаю я. Просто сделать форк через GitHub, отредактировать и отправить pull request запрос в ветку 1.3.1. Главное, дайте знать, если вы это делаете и по какой причине. Я рассмотрю, если все будет хорошо работать, то я приму эту правку. И еще, пожалуйста, побольше обратной связи. Я не всегда успеваю следить за багами и не всегда все прослеживаю. Если вы находите какой-то баг и вы уверены, что это дело в Ultracool, пожалуйста, оставьте сообщение в баг-репортах, в высшей вкладке на репозитории GitHub, ну или просто в личке. Самое главное, укажите, что вы именно про Ultracool пишете. 7-й вопрос от Ильнаба или же Ильнаба 01. Появится ли когда-нибудь возможность шифровать файлы и текстуры в формате JSON? Это было бы полезно при публикации перевода, чтобы защитить его создателей, поскольку файлы и текстуры в формате JSON в настоящее время легко извлекаются и могут быть взяты и повторно использованы другими пользователями, которые могут претендовать на них как на свои собственные. Ответ. Вот спорный вопрос. Я раньше не думал над этим. С одной стороны, можно все реализовать в будущем, если я, конечно, реализую сайт редактора, о котором я упоминал, где весь перевод, включая текстуры и аудио, будут зашифрованы, а никнеймы авторов автоматически привязаны и показываются в моде. А с другой стороны, уменьшится удобство для простых пользователей, которые хотят сделать юмористический перевод. Вместо простого редактирования они получат ожидание получения разрешения на работу и привязка аккаунта к Discord. В общем, тут есть над чем подумать, но это точно не скоро будет реализовано. 8-й вопрос. Карамбита и Зунуб Геймер. Можете ли вы создать отдельный канал, куда вы будете загружать новейшие версии файла шаблона JSON со всеми поддерживающими в настоящее время стоками и всей оригинальной графикой с правильными именами файлов? Шаблон на GitHub действительно устарели, и покручивать каждый раз канал на этом сервере в надежде найти правильные шаблоны совсем не весело. Некоторое время назад изменения текстур были наконец реализованы в моде, но специального канала для загрузки изменений текстур пока нет. Если серверные каналы будут обновлены в ближайшее время, будет ли в Landed Feedback канале, предназначен для загрузки материалов на официальных языках, также доступность, возможность публикации текстур? Ответ. Думаю, тут я должен извиниться. Я не очень люблю обновлять template JSON, а в один момент я вообще перестал это делать. Скорее всего, я сделаю отдельный публичный канал только для шаблонов текстур. Что же касается обновленных template JSON и ENGB JSON, скоро я загружу последнюю версию от VRD решетка 40E7FF, как и новый asset файл шрифтов. 9-й вопрос от GraceCount. Новый репозиторий для легкого отправления запроса на слияние и внесения правок. Ответ. Тут нужно подумать. Как вы знаете, а я надеюсь знаете, изначальным автором мода и текущим владельцем репозитория является Creator. Я не хочу делать отдельный репозиторий без его согласия. Ведь по сути это будет нарушением авторских прав. А даже если он не разрешит, мне надо будет разбираться со способами упоминания авторства как на GitHub, так и в моде. Как один из вариантов, я рассматриваю запрос к Creator, чтобы он дал мне возможность добавлять соавторов в репозиторий. Тогда для редактирования не нужно будет отправлять pull request. Среди разработчиков, как вы понимаете, не только я. Есть еще Susinopa, Sophie, Typerz 87,
Это только те, кто сейчас состоит в команде разработчиков в Discord. А есть еще есть и другие разработчики в GitHub, которые вносили нужные правки и сообщали о багах. Есть еще и модератор сервера, Фигл, который защищает нас. Ну и не стоит забывать об основателе проекта, Clearwater. Без них Ultracool не был бы таким, как сейчас. Спасибо. Спасибо также всем пользователям, особенно вот этому пользователю, Лука, DJ Pixel, Sparkbuild Оружие, Кранк, Assistant, Miku 01, Zenoob Gamer, H, Dice, Discount, VRD и Тугин. Без вашей обратной связи отслеживать баги было бы очень сложно. И для всех вас у меня есть два сюрприза. Конечно, не затрагивают другие игры, а не Ultrakill, но все же. Сегодня я анонсировал об разработке двух проектов: Unreal Translator и OneShot Project House. Первый проект — мод на основе Ultracool для игры Unreal Beast, Unreal Translator. Те же замена озвучек, шрифтов и текста. Вот трейлер. Дорогой дневник. Оказывается, я все еще могу причинять боль. И это то, чем меня сделало ЦРУ. И назад пути нет. Хардинг! Я знаю, ты слушаешь. Чего ж він тут втягнув? Мы ведь и бачили. Ты играл с моим сыном. Оставьте все это. Альфон, отвечай! Сейчас же, блядь, остановись! Второй же проект — мод для OneShot World Machine Edition, который добавит возможность добавить свою озвучку для диалогов и прочего. Наслаждайтесь! Здравствуйте. Ты меня нашел. Зачем? Привет. Уже слишком поздно. Не так уж много осталось от этого мира. Как только выйдешь наружу, сразу поймешь. Привет. Кто-нибудь? Твоя миссия — помочь Нико уйти. И самое главное — у тебя только одна попытка. Итак, видео подходит к концу, и напоследок хочется сказать пару слов. За последнее время разработка Ultracool заметно ускорилась и стала намного масштабнее. Во многом благодаря помощи DICE и Discount. Огромное вам спасибо. Ну и насчет третьего сюрприза. Скорее всего, мы пересмотрим часть банов на нашем Discord-сервере и разбаним некоторых людей. Исключение останется только для тех, кто нарушал уже действительно серьезные правила. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца и продолжает следить за Ремоном. До встречи! Блять. Ну ладно, окей, я думаю, этого хватит. Все, разрядилось. А куда, кстати, текст делся? Серьезно, куда текст делся? Заполнитель есть, а текста для этого не осталось. Я удалил, что ли? Я случайно удалил ответ. Блин, оказывается, тут, кстати, этот просвечивается. Тут просвечивается рукав.